Чеченской Республике 11 октября были убиты двое вооруженных боевиков. Они были блокированы в 2 километрах от станицы Асиновской. На предложение сдаться боевики в ответ открыли огонь из автоматического оружия. Сообщается, что их личности установлены. Это Борчашвили Рустам Абазович и Байдулаев Казбек Джалаудинович. Оба находились в федеральном розыске. Миграционная служба Украины отказала в убежище двум уроженцам Чеченской Республики Али Бакаеву и Амхаду Илаеву, посчитав, что они могут проживать на территории России в безопасности. Миграционная служба не разглядела в их прошении об убежище вескую причину, несмотря на то, что правозащитники указывали на сфабрикованность дел в отношении Бакаева и Илаева, а также большую опасность для них со стороны российских властей в случае депортации. Не стало веским основанием для предоставления убежища Бакаеву и тот факт, что Интерпол прекратил его преследование после ознакомления с его делом и изучения предоставленных ассоциацией Вайфонд аргументов. Защита Бакаева намерена оспаривать решение миграционной службы. Тем не менее, депортация из Украины в Россию Бакаева и Илаева признана миграционной службой Украины приемлемой. Верховный суд Украины согласился с решением миграционной службы по делу Илаева. Его адвокат намерен подавать жалобу на решение Украины в Европейский суд по правам человека. В Германии 7 октября начались слушания по делу об убийстве гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Подсудимый россиянин Вадим Красиков отказался давать показания. На этапе следствия и в суде через адвоката Красиков утверждал, что является выходцем из Брянска, строителем по профессии и носит фамилию Соколов. Других сведений он не сообщил, сославшись на право хранить молчание. Как отметил судья, отказ обвиняемого высказаться не отразится на ходе дела. По данным следствия, спецслужбы России преследовали Хангашвили с 2012 года. В течение нескольких лет он просил политического убежища от России. Гособвинение рассматривает убийство чеченца как устранение политического оппонента. Напомним, Зелимхана Хангашвили застрелили в Берлине 23 августа прошлого года. Журналисты издания Bellingcat выяснили, что Красиков обвинялся ранее в заказных убийствах, а также состоял в связях с бывшими и нынешними сотрудниками российских спецслужб. Следственный комитет по Чеченской Республике объявил о возбуждении уголовного дела по статье убийства в связи с исчезновением жителя Грозного Мавсара Умарова. Умаров был похищен с места работы из ресторана в центре города еще 18 июля. Его мать Эсет разыскивает сына с 7 августа. В тот день силовики объявили, что он сбежал с территории нефтеполка, где он содержался ранее. Однако официально его начали искать лишь в конце сентября. Как считает юрист Комитета против пыток Дмитрий Пискунов, это связано с вмешательством Европейского суда по правам человека. Страсбургский суд запросил у российского правительства информацию об аресте Умарова и обязал выяснить его местонахождение. Российский представитель в Евросуде между тем настаивает, что Умарова не задерживали и не доставляли в полицию. Данное утверждение является ложью, так как есть несколько очевидцев, видевших Мавсару Умарова в РОВД Грозного после похищения. Его матери было сказано, что он схвачен за просмотр эфиров блогера Тумсу Абдурахманова. В дальнейшем родных похищенного собрали на базе нефтеполка. Человек, позже опознанный как приближенный Кадырова Магомед Байтуев, убеждал семью Умарова склонить его к содействию в аресте посторонних людей. Очевидно, молодой человек содействовать отказался. Его брат и мать считают, что Умаров убит. Появились доказательства причастности полиции к похищению Салмана Тепсуркаева. В распоряжении Комитета против пыток оказались кадры с камеры наблюдения возле отеля в Геленджике, где произошло похищение. По ним удалось опознать в похитителях действующих сотрудников полка полиции спецназначения имени Кадырова, командира 3-го батальона Ису Таймусханова и его заместителя Джамала Юнусова. Как сообщают правозащитники, преступники приехали на Тойоте Камри и Ладе Приора с номерами, зарегистрированными в Чеченской Республике. Свидетели заявляют, что прибывшие демонстрировали полицейские документы. Кроме того, по данным Комитета против пыток, перед похищением Тепсуркаеву звонил участковый отдела полиции номер 1 УМВД России по Грозному. Юристы сообщили это следственным органам в Чеченской Республике, но те не отреагировали. Тогда заявление о поиске Тепсуркаева подали в Европейский суд. Представитель России в Европейском суде Михаил Гальперин заявил, ссылаясь на следствие, что Тепсуркаев не задерживался и не доставлялся в правоохранительные органы. Между тем, правозащитники установили, что активисты удерживали сначала в спецотряде быстрого реагирования «Терек», а на следующий день его телефон по геолокации определялся на территории полка имени Кадырова. 5 октября в Чечне отметили целый калейдоскоп праздников. Ради массовых сборищ даже отложили начало второй волны пандемии коронавируса и профилактические меры. С 44-летием Рамзана Кадырова совпали поводы для исторической радости. День города Грозного, вхождение Чеченской Республики в состав России и начало добрососедских отношений. Издание «Кавказ Реалии» напоминает, что первое празднование так называемого добрососедства в 2008 году ознаменовалось появлением в Грозном проспекта имени Владимира Путина.
Ленина. Чиновники ссылаются на историческую справку, согласно которой в 1588 году в Москву прибыло первое чеченское посольство во главе с Батай-Мурзой Окотским. Оно якобы заключило договор вассалитета. Между тем, издание напоминает, что даже президент Ельцин не отрицал 400-летнюю историю военного противостояния России и Ичкерии. Ряд экспертов отрицает добровольное присоединение чеченцев к империи и утверждает, что эта версия родилась у профессоров в Чечено-Ингушетии в 80-е годы по заданию партийного руководства. Заключенный Салман Тимирбулатов умер после этапирования на родину. Об этом стало известно в начале октября, хотя дата смерти 26 сентября. В этот день его доставили в Чеченскую республику из Владимирской области под предлогом участия в следственных действиях по делу о незаконном обороте оружия. Причиной смерти силовики называют сердечный приступ. Стоит отметить, что в оккупированной Чеченской республике не редкость, когда люди под пытками умирают от сердечного приступа. Тимирбулатов – бывший чеченский полевой командир, сподвижник и единомышленник Аслана Масхадова. Он отбывал 20-летний срок в исправительной колонии за участие в вооруженном сопротивлении России в составе сил ЧРИ. Находясь в заключении, он отстаивал права осужденных, протестовал против жестокого обращения надсмотрщиков. В республику его привезли по запросу местного МВД. Тимирбулатову было 47 лет.